Привет, друзья! Я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хотела бы опять поговорить о дательном падеже, the dative case. Dative case is used for multiple reasons, so let's discuss the next reason today. Emotions and feelings. Эмоции и чувства. Итак, в русском языке, когда мы выражаем свои эмоции, выражаем свои чувства, например, «мне холодно», или «мне грустно», или «ему скучно», мы должны использовать дательный падеж, the dative case. Это очень-очень просто, но почему-то люди часто об этом забывают. Итак, посмотрите, пожалуйста, на эту фразу. Например, я скажу «мне холодно», I'm cold, да? Я не говорю «я холодно», я сказала «мне холодно», to me it's cold. Или «тебе жарко», do you feel hot? Тебе жарко. Опять я говорю тебе, да, не ты, а тебе. To you, is it hot to you, да? Тебе жарко. Или ему скучно, he's bored. Опять же, не он скучно, а ему скучно. Давайте сравним. Я могу сказать, он скучный человек. He's a boring person. Он скучный человек. Я говорю он, это nominative case, скучный, adjective, да, и человек, person. Но ему скучно, he is bored. Он скучный, he is boring. Ему скучно, he is bored. Не путайте эти два слова. Например, ей очень интересно слушать эту лекцию. Она слушает эту лекцию с интересом. Ей интересно. Но она интересный человек. She's an interesting person. То есть не путайте. Don't confuse these two things. Она интересный человек versus ей интересно. She is an interesting person versus she finds something interesting. Она интересная, ей интересно. Еще парочка примеров. Нам страшно. We are scared. Нам страшно. Или им больно. They feel hurt. Ой, больно, мне больно. Им больно. Или мне очень приятно. Если кто-то подарит мне цветы, я скажу спасибо большое. Мне очень приятно. Thank you so much. I'm very pleased. Да, it's a big pleasure. Мне очень приятно. Если вы чувствуете себя нехорошо, вы скажете мне плохо. I'm feeling unwell. Мне плохо. Если вам хорошо, вы скажете мне хорошо. То есть, пожалуйста, запомните, когда вы хотите выразить свои эмоции, свои чувства, очень часто, не всегда, но очень часто в русском языке мы используем дательный падеж. Итак, давайте перечислим основные эмоции и чувства, перед которыми мы используем дательный. Мы говорим «мне хорошо», «мне плохо», «мне скучно», «мне интересно», «мне грустно», «мне весело», да, I feel cheerful, «мне весело», «мне приятно», «мне страшно», I'm scared, да, «мне жутко», I feel frightened, I feel terrified, «мне смешно», I find it funny, «мне смешно», «мне больно», I feel hurt, «мне больно», «мне любопытно», I'm curious about something, «мне жарко», I feel hot, «мне холодно», I feel cold. Это такие основные слова, которые очень часто используются и перед которыми мы ставим дательный падеж. Пожалуйста, помните, что pronouns in dative, да, местоимения в дательном падеже, это «мне», «тебе», «ему», «ей», «нам», «вам», «им». Если вы хотите сказать о прошлом, about the past, о прошлом, то вам надо добавить в вашу фразу слово «было». Мне было холодно. I felt cold. Мне было весело. I had fun.
Ему было скучно. He was bored. Да? То есть всегда было. Если вы говорите о будущем, то вы добавите слово будет. Тебе будет интересно. You will find it interesting. Ему будет смешно. He will find it funny. Им будет страшно. They will be scared. И так далее. То есть для прошлого используйте было, для будущего используйте будет. Не меняйте эти формы. Итак, маленькая summary. В настоящем времени мы говорим, например, мне холодно. I feel cold. Просто мне холодно. В прошлом, в прошедшем времени мы говорим мне было холодно. Тебе было холодно. Им было холодно. В будущем мы скажем мне будет холодно. Тебе будет холодно. Ему будет холодно. То есть очень просто 3 стандартные формы. Пожалуйста, помните, что когда мы говорим о чувствах и эмоциях, в русском языке используется дательный падеж. Ну что, давайте чуть-чуть потренируемся. Пожалуйста, сделайте маленькое упражнение и напишите свои ответы в комментариях. Вот и все на сегодня. Вот такой маленький урок, но я надеюсь, что вам он был полезен. Если вам понравилось, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Увидимся в следующем видео. Спасибо, пока!